программа предназначена к просмотру для лиц старше 18 лет. Саш, я не буду надевать этот костюм. Что случилось, Даша, на этот раз? Саша, он слишком откровенный, но это пипец, меня папа убьет. У тебя классический костюм Дарта Вейдера. Что там откровенного? Он очень обтягивающий. Я другой костюм придумала. Да уже пофигу, снимать пора. Выходи давай. В общем, я буду... Вот, смотри. Тут ничего обтягивающего. И, колготки это типа зеленая трава. Очевидно же все, правильно? Все, давай, пойдем. Санкт-Петербург. Июль. Ровно за 2 недели до американского комик-кона в России стартовал свой фестиваль поп-культуры, имя которому StarCon. Конечно, в отличие от своего прототипа, StarCon не может похвастаться полувековой историей, голливудскими актерами в качестве гостей и миллионной толпой обожателей по всему миру. И тем не менее, мы лучше. Если бы StarCon и Комик-кон подрались бы, то кто выиграл бы? Мне кажется, что все-таки StarCon. Эксперт Кирилл специально для «Дважды два». Ежегодный российский фестиваль, объединяющий любителей фантастики, кино и науки, в этом году проводился 17-й раз подряд. Интересно, что StarCon потихоньку выходит за пределы родной страны, завоевывая СНГ и Балтию. Стар — это, наверное, звезда, а кон — это кон. И получается, почему нельзя было просто назвать звездокон? На самом деле, StarCon, если и объединяет звезд, то несколько иного формата. Дело в том, что начинался фестиваль в далеком 99-м как московский слет любителей всего старного, типа Star Wars и Star Trek. Отсюда и пошло название. Популярностью такие тусовки пользовались небольшой. Если приходило 100 человек, считалось, что сборы удались. Все поменялось в 2012-м. Тогда фест перевезли в Питер, а тусовка перестала быть ламповой. Двери открылись для всех гиков, любящих игры в переодевание. Так как в жизни мы все простые смертные, то хотя бы на таких фестивалях мы можем побыть супергероями или кем-то действительно очень крутым. Вот с тех самых пор StarCon полюбили и запосещали. В этом году на уютный огонек фестиваля заглянуло больше 65 тысяч человек. Как эта толпа не отдавила друг другу ноги и хвосты, и чем вообще занималась 3 дня, сейчас и будем разбираться. Расскажи зрителям «Дважды два», кто такой косплеер? Это «Дважды два». Да человек, который одевается в смешные костюмы. Они выглядят как пара придурков. Твои шмотки, Но не стоит путать косплей с маскарадом. Если мама наряжала тебя медвежонком в детском саду, ты не можешь хвалиться, что косплеил с пеленок. Если втихаря дома надеваешь платье жены, то, скорее всего, ты просто чем косплеер. Главная суть игры в подражании любимому герою. Неважно, книги, фильма, сериала или порно-ролика. Косплеер всегда должен соответствовать источнику в той или иной мере. И бытует мнение, что косплееры обязательно должны делать сами свои костюмы. Тем не менее, на StarCon'е мало кто из косплееров признается, что не сам делал свой костюм. В лучшем случае, потупив глазки, поделятся, что ему помогали. Но кому, по сути, какое дело, ведь главное шоу. Косплееры, они как актеры, только нам приходится быть и каскадером, и дизайнером костюма, и его создателем, и часто всего и гримером. Насколько я знаю, среди участников есть топ-менеджеры «Газпрома», которые приходят в костюмах просто потому, что им по кайфу. Говорят, если повесишь такой себе в нос, то тебя не коснется чужое зло. Знаешь,
дедушка коровам такой вешает? Это они не теряются тогда? Дед просто знает, куда искать их. То есть этим глазом, как я понимаю, ты не видишь? Конечно. А сколько вообще тебе накладывали этот грим? Около 5 часов. Когда я бегаю, чтобы в лицо не летело, я очки одеваю. Ага. Надеваю. Надеваю. Ну, какая разница? Одевать это перши. Большая разница? Надевать это на... Ну, да. Урок русского языка с 2x2. И с косплеерами. Господи, что это за великолепный мужчина? Вы видели вообще, что у него с глазами? Ой, он хочет еще меня поцеловать. У него там зубы, а там еще зубы, а там еще язык. Что, давай у кого язык длиннее? Знаешь, у меня когда ноги устают на каблуках, я тоже вот так вот хожу. Как будто на колесе сидела. Мне кажется, он пользуется своим положением парнокопытного. Нравится бычок. Гниль, смерть и вечная жизнь! Слава Нурглу! Всех косплееров можно разделить на две части – профессионалы и любители. Первые корпеют над костюмами по полгода, а вторые берут вдохновение из собственного шкафа. Ну, вещи, старые вещи, делаешь из них косплей какой-то, ты есть. Да, вот это именно. Да, кстати, хороший пример ты показал. У меня было 5 минут на все это. Я просто сходил в Макдональдс, взял пакет, вырезал глаза и пошел. И все рады. Расскажи, пожалуйста, кого ты сегодня косплеишь? Как всегда, последние 3 года я косплею немецкий танк Пантера из игры World of Tanks. Так я тоже танк. Я настоящий танк, вот американский, из тоже World of Tanks. Ну... Мне кажется, нужно подраться. Да, это давай. Меня забивают меня. Особняком среди ряженых стоят ряженые качки. У них проводится свой конкурс, который называется «Фитнес-косплей». Убирается ненужные детали, остаются основные, то есть элементы, чтобы персонаж в мозгу всплывал. Но были открыты все детали тела, то есть грудь, руки, ноги. По словам организаторов, в этом году поучаствовать в StarCon захотели больше 3000 косплееров из 40 стран. Выйти на сцену позволили лишь 10-й части от всех желающих, а в финал главного конкурса попала только 30 лучших. Претендента на главный приз отбирали тщательнее, чем теща разглядывает жениха при первой встрече. Кстати, в этом году впервые на StarCon среди членов жюри представители Америки, Германии и Финляндии. Они очень строго смотрят за тем, когда был сделан костюм, насколько тщательно. Присылают заявки с фотографиями непосредственно. По оригиналу сравнивают, насколько он близок там или далек от всего. Профессиональные косплееры – люди довольно азартные. В мире, наверное, не существует героя такой сложности, которого бы отказались сделать по причине «это невозможно». Невозможного здесь нет. Все, что нельзя купить, сотворят руки. Вот я как раз в такой же ситуации столкнулся, когда нужно было делать костюм Джона Сноу, вот самый первый. Я начал смотреть, где и как можно достать такой же меч, вот чтобы он был как в сериале. И я понял, что это будет стоить бешеных денег. И подумал, а может самому попробовать. А еще косплееры – частые посетители блошиных рынков. Иногда там можно найти совершенно уникальную вещь для образа или даже большую заготовку костюма. Мне вот просто интересно, вот сколько костюмы хорошие стоят? 50, 60, 100 тысяч. И стоит 200, стоит, да, с очень сложным крафтом. О. Как все хитро, как хитро. Знаешь, а если у тебя захочет его отобрать какой-нибудь человек, который будет в 3 раза больше тебя? Тут намного все проще и интереснее. Он начинает убегать, я так дерг, он палкой по башке и падает. По сути, недешевое хобби, да еще и не терпит конкурентов. Если однажды решил серьезно заняться косплеем, будь уверен, что это съест все свободное время.
Приходится лишать себя возможности видеть, слышать, нормально передвигаться, не врезаться в посетителей, но все-таки это того стоит. Это стоит денег, терпения. И это, конечно, круто, но я очень ленивый. Костюм действительно делать очень долго. Еще нужно персонажа выбрать, которого будет удобно косплеить. И это ответственность. Мне кажется, когда появится герой-лентяй, то все его будут косплеить. Так весь Старкон, герои, лентяи и глазели на косплееров-трудяг. А когда надоедало или подкашивались от усталости ноги, зеваки брели в сторону местного кинотеатра, чтобы в 100-й раз пересмотреть любимую фантастическую киношку или послушать научно-популярную лекцию. Не скажу, что эти развлечения на самом деле были популярны. То ли дело пофоткаться с косплеерами. Как знать, возможно, через какое-то время организаторам придется переименовать фест. Косплейкон – идеально подходящее название. Меня просто поразило это количество костюмов, количество людей хорошо наряженных. И мне очень приятно, что молодежь занимается чем-то, а не просто где-то как-то курит, пьет. Вообще тут такие увлеченные люди, просто здорово. Я не знаю, что принцесса Лея делала у него в хвосте, но здесь очень хорошо отдыхается. Просто услада для моих ног. Мне кажется, мне так долго лежать нельзя, потому что на меня уже поглядывают и, по-моему, деньги достают. Все-таки косплеером быть очень тяжело. И гусеницы уже не ходят, и нет ни единого залпа в пушке. Зато есть много фоточек. Я уже размышляю, как настоящий косплеер. Все в хлам, но зато будет много фоток. Все, с вами была Даша, всем пока-пока. Мы посетили Старкон специально для «Дважды два». Вот, «Дважды два», отлично, обожаю «Дважды два».